Кто из нас не хотел бы хоть мельком взглянуть на жизнь в далеком будущем? На умные города, которые самостоятельно создают для людей комфорт, а роботы исполняют все однообразные и монотонные работы. Или что если мы увидим пустые континенты после атомной войны либо других глобальных катаклизмов? Ну не будем пессимистами. Первозданными дикими землями лучше полюбуемся в далеком прошлом, когда на планете еще не было людей. Можно полетать на спине у огромной стрекозы в каменно-угольном периоде палеозоя, когда насекомые достигли гигантских размеров, а поклонникам динозавров наверняка будет интересно погладить слизистую шкуру чудовища в юрском или меловом периоде мезозоя. Впрочем, лучше держаться подальше от древних ящеров, уж слишком они были агрессивными. Эти невероятные картины можно продолжить. Сколько угодно удивительных, но порой и опасных локаций ждет посетителей в прошлом и будущем планеты. Только путешествие во времени людям пока не под силу. Однако можно совершить не менее интересный виртуальный тур, познакомившись с самыми безумными концепциями ученых на этот счет. Поехали? Разгоняться сразу не стоит. Прежде всего выясним, возможно ли в принципе перемещение во времени. Ответить можно коротко. Да, вы делаете это прямо сейчас. Несетесь в будущее с впечатляющей скоростью, секунда в секунду. Причем все происходит независимо от того, работаете ли вы, спите или смотрите наше видео. Между тем, самые продвинутые обсерватории проникают в прошлое Вселенной. Телескопы дают возможность наблюдать очень далекие звезды и галактики. Их свету требуется много времени, чтобы дойти до нас. И глядя на них в телескоп, мы видим, как выглядели эти звезды с галактиками сотни, миллионы или даже миллиарды лет назад. Но все же данные примеры не раскрывают тот тип путешествий во времени, который привлекает людей. Причем очень давно. В некоторых древних повествованиях действующие лица буквально совершают прыжки во времени. Подобные истории есть практически во всех религиях мира. В индуистской мифологии Вишну Пурана рассказывается легенда о человеке, который посетил бога Брахму на небесах. Затем он вернулся на землю и обнаружил, что прошло много веков. В буддийском каноне утверждается, что время течет иначе в небесных сферах. Японская легенда, в свою очередь, повествует о рыбаке, который посетил подводный дворец и провел там 3 дня. Вернувшись, он обнаружил, что прошли столетия, а его мир исчез. В Талмуде есть рассказ о чудотворце 1 века до нашей эры, который увидел человека, сажающего рожковое дерево. Растение должно было начать плодоношение лишь через 70 лет, но садовод думал о своих потомках, потому его это не смущало. Чудотворец заснул и проснулся 70 лет спустя. Он обнаружил, что дерево уже выросло, а его плоды собирает внук того, кто посадил растение. Коран повествует о 7 спящих, группе юношей, которые нашли убежище в пещере, спасаясь от преследований. Молодые люди задремали от усталости и проснулись через века, совсем в другом мире далекого будущего. В христианстве эта тема прослеживается менее отчетливо, но на глубоком уровне. Даже одно из центральных событий религии отчасти свидетельствует в пользу данной идеи. Верующие ожидают второго пришествия Христа, когда произойдет воскресение мертвых, что является аспектом понимания времени. В целом же христианство не акцентирует внимание на концепции физического путешествия в прошлое и будущее, и в то же время предлагает духовное измерение времени, связанное с памятью, надеждой и верой в вечную жизнь. Фантасты тоже с давних времен обращаются к путешествиям во времени. Дата самых ранних произведений здесь точно неизвестна. Возможно, это китайский роман дополнения к путешествию на Запад, датирующийся примерно 1640 годом. В нем описаны магические зеркала и нефритовые врата, соединяющие различные точки во времени. С их помощью главный герой сначала переместился в прошлое, в мир древних, чтобы добыть волшебный колокол. Затем он помчался вперед в мир будущего с целью найти императора, изгнанного во времени. В современной литературе произведений данного направления вообще не счесть. Так культовыми стали романы Герберта Уэллса «Машина времени», Джека Лондона «Межзвездный скиталец»,
Айзека Азимова «Путешествие во времени», Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». На эту же волну настроился и кинематограф. Сейчас в Википедии насчитывается более 400 фильмов о путешествиях во времени. Во франшизах «Доктор Кто», «Звездный путь», «Назад в будущее» герои с помощью какого-либо безумного транспортного средства переносятся во времени. После перемещения действующие лица сталкиваются с изменениями прошлого или настоящего. Им порой приходится преодолевать неимоверные трудности, чтобы вернуть жизнь в обычную колею. Да, способов, как обойти законы физики и перенестись в другую эпоху, за всю историю человечества придумано множество. Машина времени, фантастические порталы в другие измерения, инопланетные артефакты, криогенная заморозка. В реальности дороги в прошлое и будущее мы еще не проложили. Пока путешествие во времени лишь красивая фантазия человечества. Несмотря на это, ученые создали немало концепций подобных перемещений. При этом исследователи, в отличие от фантастов, так или иначе опираются на научные факты, наблюдения и соответствующие расчеты. Начнем с теории относительности Альберта Эйнштейна, которая описывает пространство, время, массу и гравитацию. В ней утверждается, что течение времени непостоянно. Оно может ускоряться или замедляться в зависимости от обстоятельств. Согласно этой теории, чем быстрее вы движетесь, тем медленнее ощущается время. Хотя для того, чтобы эффект стал значительным, вам нужно приблизиться к скорости света. Это приводит к различным интересным явлениям, в частности, порождает парадокс близнецов. Так, если один из двух братьев становится астронавтом и летает в космосе с большой скоростью, то будет стареть медленнее своего близнеца на Земле. У нас уже есть подобный пример с американскими братьями-близнецами. Один из них, космонавт Скотт Келли, почти 12 месяцев провел на Международной космической станции в 2015-16 годах. У Скотта Келли есть близнец Марк. Это дало исследователям уникальную возможность наблюдать за братьями одинакового возраста, один из которых находился на Земле, другой же в 400 километрах над ним. За то время, что Скотт Келли провел в космосе, а его старший брат Марк на Земле, их разница в возрасте, по идее, увеличилась. Для Марка время мчалось быстрее. К возрасту мужчины, по сравнению с братом-космонавтом, прибавились дополнительные 0,05 секунды. Братья родились с разницей в 6 секунд. Теперь же разрыв стал больше. Скотт Келли теоретически помолодел по сравнению с Марком, хотя на мизерное количество времени. На МКС время замедляется всего на 0,007 секунды. И, конечно, такая разница в обычной жизни несущественна. Может, более наглядный результат дал эксперимент с 2 часами, установленными на одно и то же время. Одни оставались на Земле, а другие в самолете двигались в том же направлении, что и наша планета. После того, как самолет облетел вокруг света, ученые сравнили показания часов. Те, что были в полете, немного отставали от земных. Опять же, показатель оказался мизерным. Трудно представить, что подобные отклонения могут хоть как-то повлиять на нашу жизнь. Но все же пример показал, что перемещение в будущее теоретически возможно. Правда, ни одного прямого эксперимента с полетом далеко в космос и возвращением обратно на Землю даже с элементарными частицами пока не проведено. Следовательно, сомнения остаются. Скептики рассуждают так. Допустим, что корабль сделал в мировом пространстве круг и вернулся на Землю. Сравнение часов показало, что в космосе они отстали от земных. Но это отметят эксперты на нашей планете. А если посмотреть на все с другой точки отсчета – космического корабля, тогда получим картину движения такой, как ее видят астронавты. Земля удаляется от корабля, совершает в мировом пространстве круг и возвращается обратно к звездолету. Движущейся системой на этот раз была Земля. Иными словами, получается, что земные часы отстали от часов корабля. Однако физики пришли к выводу, что приведенное рассуждение неверно. Земля и космический корабль, как точки отсчета, неравнозначны. Планета все время остается инерциальной системой, которой все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно, либо покоятся. Корабль же, который то разгоняется, то тормозит, нет.
Так как инерциальные системы по отношению к другим находятся в предпочтительном положении, то только Землю корректно брать в качестве системы отсчета. Но осуществимо ли на практике перемещение в будущее за счет скорости? Предположим, что мы садимся в космический корабль, двигатели которого сообщают ему ускорение 20 метров в секунду. Перемещаясь в пространстве только прямолинейно, через земной год звездолет наберет скорость 270 тысяч километров в секунду. От Земли за это время он удалится на расстояние 0,6 светового года, то есть пройдет путь в 1000 раз большее расстояние между Землей и Плутоном. Затем начнет тормозить, на что уйдет дополнительный год, и корабль удалится от Земли еще на 0,6 светового года. Обратный путь при тех же условиях займет также 2 года. Люди, оставшиеся на Земле, будут считать, что полет продолжался 4 года, а для экипажа окажется, что он отсутствовал не более 2 лет и 10 месяцев. Таким образом, люди как бы попадут в будущее на год и 2 месяца. Правда, реальный полет, который необходимо предпринять даже для такого небольшого сдвига, сейчас находится вне наших возможностей по многим показателям. Среди них очень важно количество горючего, необходимое для полета. Его потребуется невероятно много. В противном случае или меньшая скорость, или продолжительность рейса не позволит заметно сдвинуть время жизни. Так расчеты показывают, что кинетическая энергия движения 5-тонного космического корабля, который летит со скоростью 250 тысяч километров в секунду, составляет около 100 триллионов киловатт в час. Примерно столько производится на всей Земле в год. Еще придется взять с собой в полет гигантский запас горючего, что потребует дополнительного расхода энергии. Чтобы затормозить космический корабль и приземлиться в намеченном месте, тоже необходима энергия. Да, такие полеты нам пока не потянуть. Однако, в принципе, скорость открывает потрясающую возможность путешествий в далекое будущее, к своим потомкам. Остается только воплотить ее в жизнь. Возможно, быстрее добиться результата нам поможет не скорость, а совсем другая сила. Это гравитация, которая также влияет на время. Именно она удерживает планеты на орбите вокруг Солнца, а Луну держит возле Земли. Гравитация создает звезды и другие небесные тела, собирая воедино материал, из которого они состоят. Но что особенно интересно, так это способность гравитации притягивать свет. Альберт Эйнштейн описал ее как кривую в пространстве, которая огибает объект, например, звезду или планету. И если поблизости находится другое небесное тело, оно тоже движется с учетом этой кривизны. Таким образом, согласно общей теории относительности Эйнштейна, время течет медленнее вблизи массивных объектов. Их гравитационная сила изгибает 2 измерения, которые физика описывает одним словом – пространство-время, поскольку они неразрывно связаны. Это означает, что большие массы деформируют ткань пространства-времени своим огромным гравитационным влиянием. Тогда возникает вопрос – откуда берется такая мощь у материи, даже собранной в единый гигантский массив? Гравитация – одна из 4 фундаментальных сил природы. Первая – электромагнетизм – физическое взаимодействие между электрически заряженными частицами. Вторая – сильное ядерное взаимодействие, которое удерживает вместе протоны и нейтроны в атомных ядрах. Слабое ядерное взаимодействие на микроуровне отвечает за выделение энергии в звездах, в том числе на Солнце. Оно ответственно за радиоактивный распад ядер. А вот гравитация, 4-я сила, представляет собой универсальное взаимодействие между телами, обладающими массой. Она определяет, как устроена Вселенная в широком масштабе, на уровне планет и галактик. Причем по теории Эйнштейна, гравитация не является свойством отдельных тел. Речь идет о Вселенной в целом. То есть это, можно сказать, не просто сила, а нечто более масштабное – геометрия пространства. Эйнштейн также предполагал существование гравитационных волн, ведь массивные объекты не только искажают пространство-время, они создают в нем рябь. Пространство начинает штормить, когда 2 массивных объекта, например, черные дыры, сталкиваются друг с другом. Словом, гравитация способна растягивать время как резину. Чем массивнее объект, тем сильнее он может это делать, заставляя время течь медленнее.
Подобное физическое явление отражается в изменении темпа хода атомных часов, наиболее точного прибора для измерений на данный момент. Они способны определить замедление времени вблизи массивных тел. Приборы фиксируют такое явление даже на нашей планете. Гравитация увеличивается с приближением к центру Земли и творит настоящие чудеса. Экспериментально подтверждено, что эта сила на 2,5 года по сравнению с поверхностью омолодила ядро планеты, возраст которого равен 4,54 миллиарда лет. Отражаются ли подобные процессы на нашей обычной жизни? Что, к примеру, произойдет, если во время путешествия мы решим осмотреть самое тяжелое сооружение на Земле, весом 65,5 миллионов тонн? Это плотина Три ущелья в Китае. Ученые утверждают, что возле такого тяжеловеса вы и впрямь замедлите для себя течение времени. Правда, лишь на триллионные доли секунды. Впрочем, так далеко пример искать вовсе не обязательно. Даже шаг, сделанный на одну ступеньку лестницы, ускоряет течение времени. Таким образом, люди, работающие наверху, по сравнению со своими коллегами на нижних этажах, попадают в будущее. Правда, речь здесь вообще идет о долях миллисекунды. Разница так мала, что совсем не отражается на жизни людей. Словом, не надейтесь, что переселитесь в подземелье и продлите себе годы. Прибавка за 100 лет для отшельника в данном случае составит лишь долю секунды. В ближнем космосе стрелки часов из-за потери гравитации пойдут не намного быстрее. Однако оказалось, что подобные изменения все же способны влиять на нашу жизнь. Возьмем для примера спутники GPS, которые вращаются вокруг Земли на высоте около 20 200 километров. Маленькая гравитация фактически ускоряет ход часов, но совсем незаметно, всего примерно на 45 микросекунд в день. Для справки, микросекунда равна 1 миллионной доли секунды или 1/1000 миллисекунды. Однако спутники движутся со скоростью 14 тысяч километров в час, что приводит к замедлению времени на 7 микросекунд. В результате часы на спутниках GPS идут быстрее на 38 микросекунд по сравнению с земными. Тоже вроде неизмеримо мало, а последствия получаются серьезными. Погрешность в расстоянии из-за несостыковки во времени составила бы несколько километров в день, что весьма серьезно. GPS-карты могли бы посчитать, что ваш дом находится совсем не там, где он расположен на самом деле. К счастью, ученые могут использовать математические методы для корректировки этих временных различий. А что с путешествиями в обратном направлении? Нам, конечно, хочется побывать не только в будущем, но и в прошлом. Однако с этим труднее. Все говорит о том, что путешествие в прошлое даже теоретически, скорее всего, невозможно. Почему задний поворот во времени буксует? Причина здесь простая. Путь преграждает причинно-следственная связь. И если мы перенесемся в будущее, то наверняка обречем себя на активное участие в каких-то грядущих событиях. И в большей или меньшей мере будем воздействовать на действительность. В этом нет ничего противоречащего причинности. С путешествиями в прошлое все иначе. Там нам придется волей-неволей вмешиваться в события, которые уже произошли. Наше участие с большой долей вероятности изменило бы результаты этих событий. Однако это абсурдно, так как произошедшее в прошлом уже давно зафиксировано историей. Вот простая иллюстрация парадокса. Представьте, что вы в машине времени отправляетесь в прошлое, причем совсем на короткий срок, скажем, всего на 10-15 минут. А по прибытии нечаянно или нарочно уничтожаете свое средство передвижения. Очевидно, вы не сможете вернуться в свою эпоху, то есть ваши действия приведут к абсурдным результатам. И все же ученые продолжают поиск вариантов, в которых путешествия в прошлое становятся возможными. Физик Барак Шошани из Канады считает, что нашел интересное решение – теорию множества параллельных временных линий. Она способна разрешить парадоксы путешествий как в будущее, так и в прошлое. По словам ученого, его идея очень проста. Время разделяется на несколько параллельных историй. Они происходят одновременно, но с разными результатами окончания событий. Причем существуют уравнения, описывающие такие путешествия во времени, и они полностью согласуются с теорией относительности.
Когда вы выходите из машины времени, то попадаете в совсем другой параллельный временной поток. В нем можно делать все, что угодно, в том числе уничтожить машину времени. Подобное действие ничего не поменяет во временном потоке, из которого прибыл путешественник. Сейчас исследователи из Канады ведут разработку конкретной теории путешествий во времени с множественными историями, полностью совместимой с общей теорией относительности. Впрочем, даже положительный результат не станет ключевым доказательством реальности путешествий в прошлое. Однако временные потоки будут означать, что этот сценарий не исключается парадоксом последовательности. Уже сейчас ученые, похоже, находят в этом парадоксе первые трещины. Представьте, что вы перенеслись с помощью машины времени в 2019 год. Причем в тот период, когда коронавирус еще не успел перейти от животных к людям. Вам важно предотвратить эпидемию, от которой сильно пострадали близкие родственники. Ваш план состоит в том, чтобы найти и изолировать нулевого пациента. И это удается. Теоретически пандемия COVID-19 в данном случае не случится. Верно? Не совсем. Потому что тогда, в своей эпохе, вы лишились бы мотивации к подобным действиям. Вы даже не узнали бы, что человечеству грозит коронавирус, и ваша семья не пострадала бы от него. Зачем тогда лететь в 2019 год и искать нулевого пациента? То есть парадокс вроде бы остается. Но новое исследование международной команды ученых говорит, что это не так. Если бы мы могли отправиться в прошлое и что-то скорректировать, в будущем ничего бы не изменилось. События перестраиваются вокруг всего, что может вызвать парадокс, поэтому его не случится. То, что вы попытались изменить в прошлом, будет исправлено последующими происшествиями. Проще говоря, теоретически возможно вернуться в прошлое, но изменить историю невозможно. Как иллюстрацию здесь можно рассмотреть известный парадокс дедушки. Предположим, путешественник во времени возвращается в прошлое и по каким-то причинам убивает более молодую версию своего дедушки. У дедушки тогда не будет детей, что стирает память о родителях путешественника во времени и, конечно же, о нем самом. Но кто тогда убил дедушку? Чтобы разрешить этот парадокс, ученые составили модель, которая представляет причину и следствие как серию сталкивающихся бильярдных шаров. Округлый бильярдный стол использовался в модели как замкнутая временная кривая. Представьте себе кучу бильярдных шаров, расположенных на круглом столе. Если толкнуть один из точки X, он, ударяясь о стол, бьется о другие шары в определенном порядке. Но что, если вмешаться в это движение? Исследователи подсчитали, что даже если на каком-то этапе движения траектория шара нарушится, будущее взаимодействие с другими шарами скорректирует движение. Это заставит шар вернуться в то же положение и в той же скорости, которые были бы у него до вмешательства в процесс. По словам физика-теоретика Ясунори Намура из Калифорнийского университета, в обеих ситуациях шар упадет в одно и то же место. Другими словами, вы можете перемещаться во времени, но ни один путешественник не способен изменить ход событий настолько, чтобы будущее стало другим. Применительно к парадоксу дедушки это означает, что некие события всегда будут мешать вашей попытке убить своего предка. Или, по крайней мере, к моменту его смерти бабушка уже будет беременна вашей матерью или отцом. Словом, ученые приоткрыли перед нами теоретическую возможность перемещений в обе стороны по временной шкале. Но как их совершить? Исследователи предлагают достаточно различных способов. Возьмем черные дыры, которые давно подозревают в совершенно фантастических свойствах. Как больше узнать об этих загадочных гравитационных монстрах? Казалось бы, ответ прост. Спуститься внутрь хотя бы одного из них. Особых усилий для этого не потребуется. Если приблизиться к чрезвычайно массивному объекту, каким является черная дыра, вы в него упадете. А вот с возвращением назад все невероятно сложнее. Даже свет не может вырваться из безумного гравитационного капкана черной дыры. И чтобы выбраться назад, понадобится свет обогнать. А мы этого сделать не можем. Точка, где ловушка захлопывается, называется горизонтом событий. Там пространство неизмеримо растягивается, время тоже. Часы, находящиеся рядом с массивным объектом, как мы знаем, будут идти медленнее, чем при низкой гравитации.
1 год там может равняться 80 земным, что, по мнению ученых, правильно показано в фильме «Интерстеллар». Таким образом, черные дыры теоретически подходят для путешествий во времени. Если вы хотите попасть в будущее, просто пролетите рядом с черной дырой, а затем вернитесь на Землю. Когда достаточно приблизитесь к центру монстра, ваши часы начнут идти медленнее, но вы все равно сможете убежать, если только не пересечете горизонт событий. Нужно лишь очень точно все рассчитать, чтобы не попасть в гравитационный капкан, откуда не будет возврата. А как насчет прошлого? Тут все сложнее. Но одна из гипотез ученых это допускает. Черная дыра настолько искривляет время, что оно может замкнуться на себя. Представьте, что вы взяли лист бумаги и соединили два его конца, образовав петлю. Похоже, именно так черная дыра действует на время. Это создает естественную машину времени, которую физики называют замкнутой времени-подобной кривой. Если вы каким-то образом попадете в подобную петлю, то окажетесь на фантастической траектории. Ее начало в будущем, а конец в прошлом. Внутри этой немыслимой кривой сложно распутать причину и следствие. Там события в прошлом вызывают изменения в будущем, которые в свою очередь влияют на прошлое. Итак, представим, что вы нашли подходящую черную дыру и хотите отправиться к ней на своем космическом корабле, чтобы с помощью временной петли навестить динозавров. Хотелось бы пожелать вам удачи, но лучше скажем, что спешить не стоит. Чтобы добиться успеха, вам придется решить 3 проблемы. Во-первых, путешествовать можно только в прошлое черной дыры. Это значит, что если гравитационный монстр образовался после вымирания динозавров, вы не сможете дотянуться до них во времени. Во-вторых, чтобы попасть в петлю, вероятно, придется пересечь горизонт событий черной дыры. А это, как мы знаем, из-за безумной гравитации монстра при обычных полетах невозможно. Нужно двигаться быстрее света, что пока для человека недостижимая задача. Правда, ученые не теряют надежды победить в таких гонках. Они ищут некую частицу, которой это удалось. Теоретически подобные суперспринтеры существуют во Вселенной. Исследователи назвали их тахионами и предположили, что они движутся быстрее света. Все это пока лишь догадки, основанные на моделировании и расчетах. Но если тахионы удастся обнаружить и приспособить к своим нуждам, то черные дыры можно будет пересечь. Третье условие, пожалуй, еще хуже. Вы и ваш корабль превратитесь в нечто подобное спагетти. Да, пересекая горизонт событий, вы растянетесь как макаронина и даже неизмеримо больше. Просто станете цепочкой атомов, спиралью, устремляющихся в пустоту. Итак, в обозримом будущем визит к динозаврам останется уделом фантастики. Но если дыра не подходит, может удастся откопать временные тоннели в некой космической норе? В 1935 году Альберт Эйнштейн и Натан Розен открыли в пространстве времени еще одну, подходящую для таких путешествий, гипотетическую структуру. Она соединяет 2 отдельные области пространства. Физики называют их по-разному. Мосты Эйнштейна-Розена, червоточины Шварцшильда, лоренцевские червоточины. Но наиболее популярное название – кротовые норы или кротовины. Понять, что такое кротовая нора, легко с помощью следующего эксперимента. Возьмите простой лист бумаги и нарисуйте на противоположных концах точки. Представьте, что лист – это целая галактика, и чтобы добраться от одной точки до другой по прямой, понадобится сотни тысяч лет. Но если сложить лист пополам так, чтобы точки соприкоснулись, расстояние между ними значительно уменьшится. Микроскопический тоннель, образовавшийся между точками, это и есть кротовая нора или червоточина. Вот, казалось бы, идеальный способ быстрых путешествий, но радоваться рано. Даже теоретически здесь возникает множество проблем. В 1962 году Роберт Фуллер и Джон Уиллер показали, что червоточина не может быть стабильной. Это значит, что любой объект, попавший в кротовую нору, не сумеет из нее выбраться на другой стороне до того, как червоточина закроется. Для того, чтобы стабилизировать кротовую нору, нужно извлечь темную энергию из окружающего космоса.
Однако возможно ли хотя бы в теории открыть в небе подобные заправочные станции? Ответа у ученых пока нет, поскольку природа темной энергии остается неизвестной. В любом случае, только в очень далеком будущем можно надеяться на создание большой червоточины, скажем, подобной той, сквозь которую в фильме «Интерстеллар» пролетел космический корабль. Для этого, по расчетам исследователей, потребуется эквивалент энергии миллионов звезд. Но при чем тут путешествие в прошлое или будущее? Ученые считают, что теоретически можно превратить червоточину во временной тоннель. Область возле самого узкого участка кротовой норы называется горловиной. В зависимости от того, можно ли соединить два входа в червоточину кривой линии, не пересекая горловину, кротовые норы делятся на внутримировые и межмировые. То есть подобный мост может соединять не только два места во Вселенной, но и вселенные. Нам интересны внутримировые кротовые норы, поскольку именно они гипотетически являются мостами для путешественников во времени. В теории это возможно, если один из входов в червоточину движется относительно другого, или если он находится в сильном гравитационном поле, где течение времени замедляется. Путешественники в кротовой норе прежде всего столкнутся с замедлением времени и постареют меньше, чем в обычных условиях. Также они, вероятно, смогут одновременно подключаться к более старому концу червоточины, тем самым позволяя встретиться более поздней и ранней версии своего «я». Представляете, насколько фантастическое приключение это сулит? Беда лишь в том, что хотя существование кротовин не противоречит общей теории относительности, оно до сих пор не доказано. Тем более даже самые светлые умы в науке не представляют, как поймать и стабилизировать кротовую нору. А если бы и знали, то при нынешнем развитии технологий не смогли бы этого сделать. Но может стоит отвлечься от глобальных космических структур, таких как черные дыры и огромные червоточины. Что если обратить внимание на самых крохотных обитателей Вселенной – квантовые частицы? Квантовая механика допускает подобные перемещения. И в этом направлении наукой уже сделан совсем мизерный, можно сказать, квантовый шажок. Нам, несомненно, интересно узнать, какое и куда. Но прежде вспомним некоторые принципы квантовой механики. Начнем с того, что каждый электрон в квантовой системе принадлежит всем атомам, иначе не могла бы строиться молекула. При этом электрон находится во всех местах одновременно, хотя такое трудно представить. Подобное положение называется суперпозицией. Только когда вы начинаете наблюдать этот электрон, он фиксируется в определенном положении. Можно сказать, что утром, встав с постели, вы с первого взгляда меняете мироздание. Фантастическое свойство частиц, но оно доказано экспериментально. Впрочем, здесь есть еще более неожиданные аспекты. Электроны в квантовой механике бывают связаны парами, а потом расходятся и случайным образом перемещаются по Вселенной. Это называется запутанностью электронов. Она заключается в том, что электроны сохраняют связь со своей парой, насколько бы далеко друг от друга не находились. Как им удается не потерять друг друга в бесконечном космосе? У каждого из них есть свой спин, направление поворота к магнитному полю. Как только спин у одного электрона из пары опускается вниз, то есть отворачивается от поля, у другого тут же поднимается вверх. И наоборот, если с каким-то из связанных электронов что-то происходит, информация об этом мгновенно передается его компаньону. Но самое удивительное, что все происходит на скорости, превосходящей световую. Это называется парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена. Ничто не способно обогнать свет, а вот информацию запутанная пара электронов, как было доказано, передает быстрее. На основе этих эффектов физики университета Вашингтона и Кембриджа показали, как квантовые датчики могут перемещаться во времени. В их эксперименте одна из частиц, названная зондом, подверглась воздействию магнитного поля. Это заставило ее спин вращаться. Затем измерение вспомогательной частицы отправляло ее квантовое состояние назад во времени к другой частице. Таким образом удалось оптимально настроить спин зонда для измерения магнитного поля.
И это получилось сделать не только в лабораторных условиях, но и в более грандиозных масштабах. Подобным способом физики измерили скорость вращения Земли. В целом же, исследования демонстрируют, что запутанные частицы могут вести себя как единое целое, движущееся вперед и назад во времени. По результатам многих работ ученые все больше приходят к выводу, что в квантовой механике время может рассматриваться как симметричное, то есть события в прошлом и будущем способны влиять друг на друга. На этом основана концепция ретропричинности, когда событие в настоящем влияет на прошлое. Например, выбор экспериментатором измерительного прибора для квантовой частицы может изменить ее более ранние свойства. В некоторых исследованиях моделируются квантово-механические версии путешествий во времени. Запутанность квантовых частиц, по мнению разработчиков, открывает очень широкие возможности для этого. Правда, пока все остается в теории. Ни о каких прорывах на сегодняшний день говорить не приходится. Может, науке удалось добиться большего в реализации другой исходной гипотезы – квантовой теории струн, которая появилась в начале 1970-х годов. Она гласит, что в пространстве времени существуют дефекты – плотные одномерные складки, которые сохранились еще со времен образования Вселенной. На заре нашего мироздания ткань пространства-времени как бы не до конца разгладилась, и некоторые из неровностей сохранились до наших дней. При этом они сильно растянулись и уплотнились до показателей около 1022 граммов на 1 сантиметр длины. Подобные складки ученые чаще называют струнами. Они скрывают колоссальную энергию и множество различных удивительных свойств. Теоретически, космические струны способны создавать поля замкнутых временеподобных кривых, позволяющих путешествовать во времени. Если приблизить одну струну к другой или подвести ее к черной дыре, может образоваться целый пучок подобных кривых. Куда они приведут нас во время космического путешествия, все зависит от нашего желания. Куда захотим, туда и доставят, как в сказке. Совершая точно рассчитанную восьмерку на космическом корабле вокруг двух бесконечно длинных струн, в теории можно оказаться где угодно и когда угодно. Некоторые ученые предполагают, что когда-то мы научимся манипулировать космическими струнами, сближать, скручивать и сплетать их. После этого можно управлять и пространством-временем вокруг них, а значит, сделать доступными полноценное перемещение в прошлое или будущее. Однако, несмотря на математическую строгость и целостность теории струн, экспериментально доказать ее пока невозможно. Словом, как мы видим, на данный момент нет никаких практических способов создать машину времени для перемещения крупных объектов и, главное, людей во времени. Даже теоретически возможные модели требуют материалов или условий, которые сейчас человечеству недоступны. Построить такую машину с научной точки зрения в ближайшем будущем тоже очень мало шансов. Тем не менее, насчет средств передвижения во времени уже есть несколько чрезвычайно интересных идей. Американский физик Кип Торн выдвинул концепцию обратимого подпространственного, то есть не связанного с пространством перехода в прошлое, причем с максимальным комфортом. К примеру, при путешествии в его машине времени вес человека не будет превышать его обычный на Земле, а само перемещение займет не более 200 дней. Давайте посмотрим, как устроена машина времени Торна. Представьте себе аппарат, состоящий из двух камер, в каждой из которых находятся две параллельные металлические пластинки. Они создают интенсивные электрические поля, которые разрывают пространство-время. В результате образуется коридор, соединяющий эти две камеры. Одна из них должна быть расположена на космическом корабле, движущемся со скоростью близкой к световой, а другая — на Земле. Человек, оказавшийся на одном конце этого подпространственного перехода по замыслу конструктора машины, мгновенно перенесется в прошлое или будущее. Единственная проблема, как вы понимаете, заключается в том, что современные технологии не позволяют создать условия для такого невероятного скачка. Еще один физик из США, Фрэнк Типлер, предположил использовать в качестве машины времени обычный цилиндр. Только он должен вращаться с большой скоростью
и таким образом искривлять пространство-время. В устройстве Типлера объект проходит через черную дыру и возвращается в исходную точку в тот же момент, в который ее покинул. То есть речь идет о замкнутой времени-подобной линии. Такая машина времени делает движение путешественника во времени колебательным. Благодаря этому человеческое тело по замыслу автора не распадется на поток атомов во время прохождения через черную дыру. К тому же в модели с плоским пространством-временем необходимым условием для подобного путешествия было бы движение со скоростью выше световой. В искривленной реальности данное условие отпадает. А недавно физик-теоретик Амос Ори из Израильского технологического института предложил еще одну модель. Подобно предыдущей, его машина основана на искривлении пространства-времени. По идее автора, такое устройство должно выглядеть как вакуум в форме пончика, окруженный сферой из обычной материи. Исследователь считает, что в результате замыкания временных линий в таком аппарате будущее поколение, например, сумеют вернуться в прошлое. Ученый подчеркивает, что при этом люди из прошлого не смогут путешествовать во времени, предшествующем созданию временного пончика. К тому же сделать это сооружение невозможно без умения манипулировать глобальными гравитационными полями по своему желанию. Теоретически подобное возможно, но, безусловно, станет по силам человечеству только в будущем. А если подойти ко всему с другой стороны? До этого мы говорили о путешествиях во времени лишь с точки зрения физики, а теперь обратимся к биологии. Что если просто перенести в будущее собственное тело? Одной из теоретических концепций перемещений во времени можно считать крионику. Так называют технологию сохранения тела человека в состоянии глубокой заморозки или криоконсервации с его последующим оживлением. В этом процессе нет ничего фантастического, и отчасти он уже освоен. Криоконсервация в настоящее время активно применяется в сельском хозяйстве, научных экспериментах. И, конечно, она незаменима в медицине, которая использует заморозку крови, тканей, эмбрионов на ранних стадиях развития. Несмотря на это, пока не зафиксировано ни одного случая успешной консервации теплокровных животных, включая людей. Почему после заморозки на сегодняшний день невозможно воскреснуть? Попробуем разобраться. Как правило, криоконсервацию проводят при температуре минус 196 градусов Цельсия. Тело в специальной капсуле помещают в резервуар с жидким азотом. Иногда используют более высокие температуры от минус 180 до минус 130, которые создают электрические морозильные камеры. Но данный способ признан менее надежным. Что происходит с телом после заморозки? При воздействии холода биохимические процессы останавливаются, прекращается обмен веществ внутри организма и энергетический с внешней средой. Живые клетки не могут существовать в таких условиях, поскольку при заморозке вода в них превращается в лед. Он расширяется и буквально разрывает каждую клетку изнутри, разрушая все ее мембранные структуры. Впрочем, науку это не останавливает. Ученым отчасти уже удалось найти решение. Специальные криптопротекторы, которые препятствуют образованию льда. Первым был глицерин, который применил русский биолог Порфирий Бахметьев. Ученый также создал первый термометр для измерения температуры у насекомых. С помощью этого устройства он на практике доказал, что выход из холода возможен, если жидкости в тканях пребывают в переохлажденном, но не замерзшем состоянии. Казалось бы, изобретение криопротекторов должно решить все проблемы. К сожалению, значительного прорыва не произошло. Первые консерванты оказались токсичными. И при разморозке выживали только 10% клеток. Лишь недавно группа ученых из Университета Орегона заявила, что сумела повысить количество выживших клеток до 80%. Для этого исследователи создали раствор из глицерина и некоторых минеральных солей. В перспективе ученые надеются усовершенствовать свой коктейль и довести показатель выживаемости клеток до 99%. Между тем, другие команды исследователей пытаются отправить людей в будущее с помощью анабиоза. Крионика и анабиоз – это не одно и то же, хотя оба процесса приводят организм в состояние, близкое к смерти.
Первый метод, как мы выяснили, предполагает замораживание тела человека при очень низких температурах. Анабиозом же называется состояние организма, при котором жизненные процессы сильно замедляются, а при благоприятных условиях все восстанавливается. Надо учесть, что анабиоз представляет собой практически полное прекращение жизнедеятельности. Этим он отличается от спячки. Она только замедляет физиологические процессы, но сохраняет их на достаточно интенсивном уровне. В спячку, как мы знаем, могут впадать медведи, некоторые грызуны, пустынные животные и даже отдельные виды приматов. Но таким способом в будущее не попасть. Спячка продолжается максимум 6 месяцев, как у сурков. Вместе с тем, некоторые простейшие животные демонстрируют просто чудеса природного анабиоза, которые уже не назовешь просто спячкой. Рекорд поставили нематоды. Найдены представители этих круглых червей, которые смогли пережить в холодных условиях севера в анабиозе 46 тысяч лет, прежде чем их активировали ученые. Но это простейшие существа. Теоретически, по мнению экспертов, можно искусственно погрузить в длительный анабиоз и более сложные виды животных, и даже человека. Наука весьма успешно движется по этому пути. Так, американским исследователям недавно удалось привести в состояние, подобное анабиозу, мышей. Для этого они использовали ультразвук для стимуляции участков мозга, отвечающего за регуляцию сна, температуры тела и метаболизма, или обмена веществ. Однако мыши и сами естественным образом отчасти используют этот процесс, впадая в спячку. Чтобы расширить эксперимент, исследователи также вызвали анабиоз у крыс, у которых состояние спячки отсутствует, и вновь успешно. Ученые говорят, что их методика безопасна для центральной нервной системы животных. С ее помощью удалось поддерживать температуру тела грызунов на уровне 32,95 градусов в течение 24 часов. Причем животные вернулись в нормальное состояние, как только ультразвук был выключен. В целом же исследования пока находятся на ранней стадии. Ученые не могут уверенно сказать, сможет ли их метод повлиять на метаболизм больших животных, а тем более людей. Однако изучение возможностей ультразвука и других способов биологических путешествий в будущее продолжается. Это нужно для расширения возможностей медицины, долгих космических путешествий и, конечно, что для нас сейчас особенно важно, перемещений во времени. Законсервировал себя этак лет на 100 и получай приз. Например, неожиданно ворвавшись на свадьбу своего пра-пра-праправнука. Сумеем ли мы когда-то в реальности вот так запросто бывать в гостях у наших предков и потомков, но просто разморозившись, когда нужно, или свернув на нужную тропинку времени подобной кривой? На этот счет есть достаточно сомнений. Стивен Хокинг считал лучшим доказательством невозможности путешествий во времени то, что нас не атакует полчища туристов из будущего или прошлого. Вместе с тем, знаменитый астрофизик никогда не исключал вероятность перемещений во времени полностью, оставляя место для дальнейших научных исследований и новых открытий. Он, как и многие ученые, понимал, что физика будущего может открыть совершенно неожиданные горизонты, в том числе в понимании пространства-времени. Да, наука движется вперед, и будем надеяться, что когда-нибудь, если не нам, то нашим потомкам, эти волшебные перемещения станут доступны. И на этом завершим наше собственное маленькое путешествие во времени. За время просмотра видео мы уже перенеслись в будущее примерно на 50 минут.